Привет, привет! Сегодня мы познакомимся с уникальной героиней из Зоны Зира, Хашими Мияби. Это лисица Тирен и прямой потомок легендарного Мастера Меча, одного из 7 основателей Нью Эиду. Ее имя уже говорит само за себя. Эта девушка настоящая охотница Каверн, блестящий мечник и командир отряда секции 6 в службе спецопераций Каверн. А еще она обладательница особого, довольно мрачного клинка клана Хашими, который пропитан проклятой силой. У Мияби есть необычная способность, которую сами разработчики называют заражением морозом. Представьте, она чувствует потоки эфира вокруг себя и может так направлять их, что ее клинок буквально замораживает цель в доли секунды перед тем, как разрезать ее. На практике это означает, что Мияби это наш основной аномальный дамагер со стихийным акцентом на мороз. Ее атаки не просто больно бьют, но и накапливают уникальную аномалию атрибута, связанную со льдом. Если объяснить проще, механика Мороза у Мияби это нечто особенное, эксклюзивное для ее персонажа. Хотя по своим свойствам и эффектам она очень напоминает классический ледяной урон. Ее способности заточены под постепенное накопление индикатора Мороза. А когда этот индикатор заполняется до нужного уровня, Мияби наносит мощный взрывной урон. При этом, когда она наносит свой атрибутивный урон, на врагах появляется статус Ледяное Пламя. Благодаря этому статусу накопление аномалий идет быстрее. И вот тут самое интересное. Если аномалия накладывается именно на противника под действием ледяного пламени, Мияби вызывает особую аномалию – ледяной ожог. Это не просто круто звучит, это заметно повышает финальный урон. В отличие от многих других персонажей ее класса, Мияби бьет не только через аномалию, и ее базовые атаки, навыки, особенно заряженный базовый удар, сам Симацуки, тоже вносит внушительный вклад в итоговый ДПС. Симацуки требует накопления специальных стаков изморози. Их мы получаем при взаимодействии с механиками аномалий и реакциями команды. Игровой процесс за Мияби довольно прямолинейный, но при этом эффективный. Основная идея с помощью морозных умений и статуса Ледяное Пламя как можно скорее набрать аномалию, взорвать ее с максимальным профитом и нанести врагам колоссальный урон. При этом длительные анимации ее самых сильных способностей часто сопровождаются состоянием неуязвимости, так что она может легко вносить дамаг в сложных ситуациях, не рискуя сразу словить ответку от врагов. Однако, чтобы полностью раскрыть ее потенциал, Мияби понадобится активация дополнительной пассивной способности. Именно в ее пассивках кроются дополнительные бафы и альтернативные способности получения изморози. Хотя она считается аномальным дамагером, на деле Мияби отлично заходит в сборку через критические удары и высокий урон с навыков. Нюанс в том, что ее максимальный потенциал зависит от способности команды вызвать хаос, реакцию, нужную для ускорения набора изморози и применения ледяного ожога. При этом повторно вызвать ледяной ожог, не сбив предыдущие эффекты аномалий, нельзя, если свой внутренний тайминг и механика управления статусами на противнике. Помимо всего прочего, Мияби помогает отряду быстрее накапливать аномалии атрибутов. Это улучшает общую динамику вашей команды, ротации и упрощает подбор персонажей. Ее урон хорошо чувствуется не только против одиночных боссов, но и в боях с толпами. Мощные морозные навыки покрывают большую площадь поля, так что она без проблем справляется сразу с несколькими врагами. Хорошо, теперь давайте перейдем к выбору лучшего амплификатора для Мияби. То есть к оружию, которое максимально усилит ее потенциал. Рассмотрим несколько интересных вариантов и поймем, как они работают. Храм Вьюги. Это оружие очень хорошо подчеркивает крит-ориентацию Мияби. Бонус к критическому урону просто сумасшедшие 50%. Плюс, когда кто-то из ваших союзников накладывает на врага аномалию атрибута, или сама Мияби использует усиленный особый навык, повышается бонус к ледяному урону на 20%. Причем этот эффект может накапливаться до 2 раз и длиться 15 секунд. Кажется, что Храм Вьюги идеальный вариант для тех, кто хочет максимизировать ледяной урон и крит статы. Встроенный компилятор. Это амплификатор, который больше направлен на повышение базового урона. Он дает 12 к силе атаки. Кроме того, при применении особой или усиленной особой атаки возрастает показатель знания аномалии на 25%. Точнее, на 25 единиц. Эффект складывается до 3 раз и длится 8 секунд. Если хотите повысить общий ДПС и способность быстрее накапливать аномалии, встроенный компилятор точно заслуживает внимания. Тропический гурман.
Интересный вариант для тех, кто планирует часто тратить энергию и вести затяжные бои. За каждые израсходованные 10 единиц энергии агент получает повышение силы атаки на 2,5% на 10 секунд. Эффект может суммироваться до 10 раз, а время действия каждого уровня бонуса считается отдельно. Если ваш стиль боя предусматривает частое использование навыков, тропический гурман может помочь Мияби стабильно наращивать урон по мере развития сражения. Это особенно полезно в ситуациях, где бой длится долго, и вы можете постепенно усиливать давление на противника. Плачущие близнецы. Очень интересный амплификатор для тех, кто планирует частое наложение аномалий. Когда кто-то из вашего отряда накладывает на врага аномалию, агент с плачущими близнецами получит один стак, повышающий знание аномалии на 30 очков. Эти стаки могут накапливаться до 4 раз. Но будьте внимательны, эффект пропадает после того, как враг выходит из состояния оглушения или умирает. То есть близнецы хорошо работают в затяжных боях или против мобов, которые долго живут под дебафами. Ревущая тачка. Вот это уже более рандомный, но потенциально весьма сочный вариант. Когда усиленная особая атака попадает по врагу, на 5 секунд вы получите один из 3 случайных эффектов. Увеличение силы атаки на 8%, повышение знания аномалий на 40 единиц, усиление эффективности накопления аномалий на 25%. Эффекты не складываются друг с другом, если они одинаковые, но могут сосуществовать, если выпадают разные. То есть ревущая тачка дает вам элемент непредсказуемости, но при этом каждый выпавший баф довольно хорош по-своему. Теперь давайте поговорим о выборе драйв-дисков для Мияби, то есть о артефактах, которые будут усиливать ее потенциал. Здесь есть несколько отличных вариантов, но один из них можно по праву считать почти сигнатурным. Песень о ветке и клинке. Этот набор идеально подчеркивает сильные стороны Мияби. Он повышает критические характеристики при наложении ледяных аномалий. Плюс, благодаря высокой базовому показателю контроля аномалии, первое условие пассивки уже выполнено. Это сразу дает вам плюс 46% критическому урону. А поскольку Мияби постоянно накладывает эффект заморозки за счет своей специализации на аномалиях, она стабильно получает еще и прибавку к критическому шансу. Комбинировать песни о ветке и клинке можно с Дятвакор Электро для баланса крит шанса, полярным хэви металлом для увеличения атрибутивного урона или гормон панком ради дополнительной силы атаки. Дятвакор Электро. Второй весьма достойный набор. Его половина дает постоянный прирост к критическому шансу, то есть 2 части сета. Если собирать полный комплект, то при выполнении его условий сила атаки повышается на 9% и может стакаться до 3 раз. Поскольку Мияби является основным дамагером, она легко будет поддерживать нужные эффекты. С полным комплектом Дятвакор Электро отлично сочетаются полярный Heavy Metal и гормон Панк. Для еще большего бонуса к урону, а также подойдет песень о ветке и клинке. Полярный Heavy Metal. Набор ледяных дисков как нельзя кстати подходит для Мияби. Ведь основная часть ее урона идет через базовые атаки и умения, усиливаемые морозными аномалиями. Если перед использованием заряженного удара Симоцу вы наложите на противника морозный атрибут, получите плюс 40% к урону этой способности. Выглядит очень приятно. Полярный Heavy Metal также легко комбинировать с сетами на крит. Опять же, песень о ветке и клинке, или же Дятвакор Электро. Или на силу атаки, гормон панк, чтобы подогнать билд под ваш стиль игры. В итоге, хотите максимизировать крит урон и стабильно получать бонусы от морозных аномалий? Песень о ветке и клинке будет вашим фаворитом. Нужен хороший крит шанс с постепенным ростом силы атаки? Дятвакор Электро в руках Мияби сработает на отлично. Собираетесь выжимать максимум из ее морозных навыков и Симоцу? Тогда обратите внимание на полярный Heavy Metal. Теперь разберем, какие характеристики нужно прокачивать Мияби. Приоритет слотов по слотам драйв дисков. 4-й диск. В приоритете крит шанс. Альтернатива сила атаки. Сосредоточившись на крит шансе здесь, вы сможете быстро достичь желаемого уровня критов без ущерба для ДПС. 5-й драйв диск. Точнее, позиция 5-я.
В приоритете бонус ледяного урона, если нет сигнатурного амплификатора Храм в Юге. Альтернативы. Сила атаки или пробивание. Если у вас нет Храма в Юге, бонус к ледяному урону станет мощным бустом. Если же сигнатура имеется, можно взять силу атаки или пробивание, в зависимости от общей сборки и показателя конечных статов. И последний слот, 6-й. В приоритете контроль аномалии. Альтернатива сила атаки. Повышенный контроль аномалии поможет стабильнее накапливать изморозь и применять эффекты ледяного ожога. А если с контролем все в порядке, можно добрать силы атаки. И теперь конечные показатели статов. Оптимальные итоговые значения характеристик. Сила атаки от 2500 и выше. Чем больше, тем лучше. Основа вашего урона. Крит шанс около 80%, учитывая эффекты сетов в бою. Столь высокие показатели гарантируют частые критические попадания, повысив ваш общий урон и способность накапливать аномалию на цели. Так как скорость накапливания ее морозной аномалии зависит от ее крит шанса. Крит урон 150% или выше, если можно. Если можете, конечно. Ну, то есть, чем больше, тем лучше. Но базово 150. Дополняет высокий крит шанс и обеспечивает мощные критические удары. Контроль аномалии до 150 единиц. Достаточно, чтобы стабильно накапливать аномалии и применять эффекты ледяного ожога. Знание аномалии до 280 очков. Через сабстаты. Повышает эффективность механик, связанных с аномалиями, делая их применение более надежным и последовательным. Теперь давайте поговорим о том, какие команды лучше всего подходят Мияби. Как мы уже обсудили, она это ваш главный ДД-персонаж, вокруг которого строится вся тактика. Ее особенности в том, что дамаг исходит сразу из двух источников. Прямые атаки способностями и морозные аномалии. И тут в дело вступают разные стили игры. Есть два основных варианта. Команда хаоса с агентами аномалии. Здесь Мияби как можно быстрее набирает очки изморози, что позволяет чаще активировать мощные эффекты ледяного ожога. Команда с устрашением. Ваш пик урона в этой сборке приходится на момент, когда противник оглушен. В остальное время Хашими может слегка придержать коней в ожидании момента, чтобы снова нанести сокрушительный удар. Помните про ее дополнительную пассивку. Ей нужен союзник из секции 6 или класс поддержки. Это гарантирует максимальный профит от способностей Мияби и делает отряд более сбалансированным. Так, первый вариант сборки это Мияби в первом слоте. Во второй слот берем Янаги или Грейс. И та быстро накапливают аномалию атрибута своего элемента. Ну, то есть электро, получается. И в последний слот берем или Цезарь. У меня вот Цезарь есть как раз таки. Она и щит вешает, и усиляет силу атаки. Ну, плюс еще оглушить тоже может. Что полезно в любом случае. Если нету Цезаря, можно взять Рину. Если нет Рины, можно взять Бернис. Ну, а если нет, то можно взять просто Пайпер. Янаги Цукишира. Легендарный саппорт, который помогает Мияби получить изморозь и накладывает нужные статусы. Но в этом случае можно или не Янаги, а Грейс, как я уже говорил. Если ее нет, Грейс более доступный, но все же хороший вариант. Цезарь или Рина дают приятный буст к характеристикам. А Бернис может выступить третьим ДД, помогая накопить сразу несколько аномалий. Итог. Команда обеспечивает стабильные бафы и море морозной мощи. И еще я здесь вот забыл, в этом случае еще надо нового бамбу взять Гулливера. В этой команде он будет идеально. Следующий вариант. Это Мияби. Во второй слот это Вайтер или Лейканон, в зависимости от того, кто у вас есть. Если никого нету, то уже любой другой, кто может оглушать. Но
по сути, это по сути команда через оглушение, потому идеальным здесь выбором будет только Вайтер или Канон. Остальные не очень полезны будут в данном случае. И в последний слот берем любого агента класса поддержки. Я вот в моем случае это Сокаку. И из бамбу в данном случае используем или ракета Бу, или борьбу, который новый сейчас в нулевой каверне попадается за ивент. Ну, не за ивент, а за, скажем так, прокачку уровней. Лайтер или Ли Канон – агенты устрашения, понижающие ледяные резисты врагов, что выгодно для Мияби. Наличие поддержки в третьем слоте обязательно для активации пассивки Мияби. Ракета Бу или борьбу помогают улучшить общую динамику команды. Итог. Команда для максимального взрывного урона, когда враг становится уязвим во время оглушения. И еще вот вариант. Это Мияби Янаги, Лайтер или Ликаон. И в данном случае выбираем бамбу Гулливербу. Янаги все так же продолжает с изморозью помогать. Вайтер и Ликаон выступают в роли дебафера, но теперь не для оглушения, а чтобы поддерживать постоянное наложение статусов и не мешать двум дамагерам выдавать максимум урона. Еще вариант. Это у нас Мияби, Пайпер или Бернис. И в последний слот Люси или Сакаку. И как бамбу выбираем красного Мокуса в этом случае. Бернис это ваш карманный ДПС, который помогает Мияби быть гиперкэрри, постоянно оставаясь на поле. Люси или Сакаку увеличивают силу атаки. Пайпер может заменить Бернис, если ее пока нет, но тогда Пайпер придется проводить на поле боя больше времени. Итог. Гиперкэрри билд, где Мияби всегда на передовой, а команда подстраивается под нее. Следующий вариант это Мияби. Во второй слот это или Коляда, или Циньи. И последний слот это Люси или Рина. Из бамбу выбираем, что вам больше нравится. Это ракета Бу, если вы хотите сделать акцент на огненный набор аномалии. Или выбираем штекер Бу, если хотите сделать акцент на электро набор аномалии. Коляда или Циньи – альтернативные бойцы устрашения, которые помогают наложить атрибутные статусы. Люси или Рина снова саппортят повышением атаки. Но Люси повышает атаку, а Рина позволяет обходить защиту цели, то есть она увеличивает пробитие. И ракета Бу или штекер Бу обеспечивает дополнительные бафы и гибкость в ротациях. Итог. Команда, которая равномерно сочетает аномалию и цепочки атак, идеально подходит для тех, кому подходит тактическая глубина боя. И последний вариант, скажем так, более фри-ту-плейный, для тех, у кого мало персонажей, но они хотят все еще продолжать играть Мияби. Точнее, они хотят играть Мияби, раз вы ее выбили. Значит, вы хотите играть. Бюджетная сборка для новичков. Эмби создает окно оглушения для врагов. Николь снижает их защиту и собирает их в кучу. А пакетик или Армиллион, то есть бамбу, который в этой команде лучше всего выбрать, укрепляет общую стабильность отряда. Итог. Простая, но действительно действенная команда, которую легко собрать и использовать. Хашими Мияби это ваш основной дамагер, но ее эффективность во многом зависит от всей команды. Ее урон строится вокруг двух главных механизмов. Заряженной базовой атаки Симацуки и особой морозной аномалии Ледяной ожог. Причем обе эти фишки тесно связаны с реакцией хаос, которую создает ваш отряд. Чем лучше команда организует хаос, тем чаще Мияби сможет накапливать изморозь и активировать Ледяной ожог, прокачивая свой ДПС до небес. Чтобы полностью зарядить Симацуки до максимальной третьей стадии, вам нужно потратить 6 очков изморози. Источников ее получения достаточно много. Вступление в бой после смены с одного персонажа на другой 3 очка. Использование усиленной особой атаки дает 2 очка. Применение суперспособностей еще плюс 3 очка. Аппликация морозной аномалии на врага под эффектом ледяное пламя 1 очко раз в 10 секунд. Если в команде есть герой из секции 6 или класса поддержки, то при активации хаоса получаете 2 очка изморози. Проще говоря, чем слаженнее будет ваш отряд, тем быстрее Мияби наберет изморозь и активирует ледяной ожог.
А ледяной ожог при наложении на врага с ледяным пламенем наносит дополнительный урон, завязанный на процентах от ее силы атаки. Но помните, повторный ожог можно вызвать либо после того, как закончится предыдущий через 10 секунд, либо сбить его другой аномалией через хаос. Если вы играете в аномальную сборку, ваша главная задача чередовать морозную аномалию с другими атрибутами, чтобы перезаписывать эффекты, стабильно получая изморозь и чаще прокачивать Симацуки. Таким образом, геймплей с персонажами аномалии, то есть через аномалию, будет выглядеть вот таким образом. Начав бой, начинаем бой с баффера или, ну, щитовика или персонажа поддержки. Так, сейчас у меня просто у Сукаку тут вот энергия мама. Но смысл в том, чтобы персонажам поддержки вызвать быструю помощь и переключиться на Мияби. Здесь мы атакуем легкими атаками, вызывая реакцию вот это вот огненное пламя. И теперь нам нужно будет переключиться на любого другого персонажа, который может вызвать реакцию хаоса. В моем случае это вот Янаги. И таким образом мы вот атакуем, пока не вызовем хаос. И в это время надо следить, чтобы под портретом Мияби горели 6 огоньков. Это будет значить, что ее, скажем так, базовая заряженная атака полностью активна. И теперь мы переключаемся на Мияби и зажимаем обычную атаку полностью. То есть отжимаем, когда уже полностью все выполнено будет. И все в данном случае. И теперь повторяем ротацию. И в этот момент еще, вот именно в этот момент, если у вас энергия полная, можно использовать полностью ее спецзаряженную атаку. И после этого, возможно, у вас уже снова будет готова Симацуки. И опять зажимаем. И выполняем эту атаку. Переключаемся обратно на персонажа поддержки и повторяем все снова. Переключаемся снова на Мияби. Вызываем на цели ледяной ожог. Морозный ожог, то есть. Переключаемся на другого персонажа аномалии. Собираем снова реакцию хаос. И следим за портретом Мияби, чтобы у нее снова загорелись 6 огоньков. Также можно следить за ее энергией, потому что ее спецзаряженная атака тоже дает Мияби заряды изморози. Можно вот переключиться в данный момент на Мияби и использовать ее спецзаряженную атаку. Как видите, изморозь готова, и можно использовать Симацуки снова. И таким образом играем через аномалию. Если в команде нет аномальных агентов, но есть устрашение, игра чуть-чуть меняется. В этом сценарии вы делаете ставку на оглушение врагов и нанесение урона в окно их беспомощности. Бой будет выглядеть таким образом. Враг у меня стоит на месте. Это я специально сделал, чтобы было удобнее показывать. Но в реальном бою нужно будет сделать так, чтобы с Мияби переключиться на персонажа оглушения. То есть нужно будет вызвать комбинацию помощи с защитой. Вызвав ее, вы переключитесь на вашего персонажа оглушения и начнете оглушать цель. То есть нужно будет сделать так, чтобы ее оглушили мы, да? Оглушаем. И здесь нужно будет цепочку атак сделать таким образом, чтобы последним атаковал персонаж поддержки. Таким образом, Мияби снова выйдет на поле боя из-за вот этой активации цепочки атак. И здесь уже используем весь потенциал и все умения Мияби, которые я перед этим рассказывал. Здесь почти ничего не меняется, изменится только тот момент, что атаковать нужно цель именно во время оглушения, и все. И после этого все повторяем заново, по сути.
Здесь вот, если цель вас атаковала, вы переключитесь на лайтера или кто вас там будет оглушать. И повторите весь процесс заново. На этом все. Всем большое спасибо за просмотр. Кто новый на канале или еще не подписан, подписывайтесь. Ставьте лайк этому видео. Если есть что прокомментировать, потому что я мог что-то упустить. Как говорится, я не все идеально мог сделать, что-то пропустил, пишите в комментариях. Может быть, у вас личные советы или какие-то личные наблюдения, тоже пишите в комментариях. Еще раз большое спасибо за просмотр, увидимся в других видео на моем канале.